Мы постоянно следим за тем, как развиваются различные отрасли промышленности, за тем, как компании преодолевают трудности, которые им постоянно подкидывают различные недружественные нетоварищи. В итоге трудности открыли новые возможности, научились производить продукцию, которую раньше и не делали. Качество обработки металла вышло на новую высоту. Вот несколько историй. Авиакомпании, пассажиры ждут российские самолеты. Ил-96, Ту-204, конечно же, Суперджет и МС-21. Как известно, последние два создавались в тесной кооперации, но зарубежные партнеры оказались вовсе не партнерами, и пришлось замещать много импортного. Что может быть сложнее, чем создать авиационный двигатель? Но УДК «Пермские моторы» это делают. Да, у нас от поступления материала в завод и до выхода готового изделия уже непосредственно к заказчику проходит порядка 9 месяцев. В цехе собирают разные двигатели. Вот, например, ПС-90А. Его устанавливают в том числе на Ил-96, на котором летает президент России. Ну а здесь уже идет сборка новейшего ПД-14 для российского самолета МС-21-310. Сборка даже серийного изделия – дело очень кропотливое. Например, двигатель для специального летного отряда «Россия» дважды собирают, разбирают и испытывают. Он полностью состоит из 100% отечественных материалов. И есть у нас такие поставщики: редуктор ПМ, Протон ПМ, которые являются нашими соисполнителями в части поставки узлов и механизмов. Это коробка приводов, центральный привод, корпусные детали. А вот ПД-14 – первый авиадвигатель, созданный в современной России. С ним связывают будущее гражданской авиации нашей страны. Для его создания применили новейшие конструкторские и технологические решения. Нам пришлось в 2022-2023 году реализовать программу импортозамещения. Сейчас идет поставка импортозамещенных изделий, как ПКИ, так и деталей там, электросистем, механических систем. Это был серьезный вызов. Задачу локализации решали всем российским миром. Десятки заводов. Это почти 22-25 заводов, которые сейчас с нами взаимодействуют в формате изготовления двигателя ПД-14. Детали заменяли, снова и снова проводили испытания на стендах и в небе. Могу сказать, что да, ПД-14 имеет статус серийного мотора, изготавливаемого в пермских моторах. Пример успешной кооперации – это и создание российского двигателя ПД-8 для самолета Суперджет Нью. У него другие конструктивные особенности в части узлов камеры сгорания, компрессора высокого давления, турбины низкого высокого давления. Не хуже будет, чем зарубежный. Не хуже, а даже лучше. ПД-8 производят на заводе ОДК «Сатурн» в Рыбинске, но пермские моторы – активный соисполнитель. Мы на нашем заводе изготавливаем два очень важных узла в двигателе. Это камера сгорания и турбина высокого давления. Ну а что касается ПД-14, то выход в серию, как говорится, обязывает. Производство расширяют, будет отдельный конвейер. У нас стоят задачи нарастить объемы в 2 раза. Кроме того, уже успешно проходит стендовое испытание двигатель-демонстратор технологии ПД-35. Он для широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. В общем, работы хватает. Ведь здесь еще и обслуживают двигатели. Нужны специалисты. Наше предприятие взаимодействует с Пермским политехом, Пермским авиационным техникумом и техникумом промышленных и информационных технологий. Всего на сегодняшний день по целевому договору с предприятием обучается более 800 студентов. Обучение по целевому договору – это оплачиваемая производственная практика под руководством опытных наставников,
А в будущем это гарантированное трудоустройство по специальности и различные меры поддержки от работодателя. Компенсация за съем жилья и компенсация за проценты по ипотечным кредитам. Подготовка квалифицированных кадров – большая совместная работа промышленных компаний и государства. И мы продолжаем, как и несколько лет назад, открывать профильные классы в школах. Их уже более 350, примерно по 50 в год мы их открываем. И опять же с участием предприятий, это и космические классы, понятно, Роскосмос, компания «Протон ПМ», это инженерные классы, авиационные классы СДУК. А что касаемо перехода ребят в СУЗы-вузы, то была проделана очень большая работа и по расширению количества бюджетных мест. Более 2500 бюджетных мест в регионе появилось дополнительно. Именно специалисты выводят двигатели на новую высоту. Уже есть экспортный потенциал. Взять, например, китайский среднемагистральный самолет С-919. Там американо-французские двигатели. Но Штаты прекратили поставки. Россия предложила помощь. Также Поднебесная создает лайнер для дальних полетов. Но не факт, что и здесь американские как бы партнеры не подрежут крылья. То, что Китай доверяет России, подтверждают растущие цифры товарооборота. Более 220 миллиардов долларов, свыше 80 совместных проектов. Чтобы было еще больше, на китайской земле, например, прошел уже далеко не первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России». В Пекин под этим национальным брендом более 40 компаний из 26 регионов привезли свыше 500 товаров с поддержкой Российского экспортного центра. Мы, как лидеры, например, в области транспортного машиностроения, видим все возможности для того, чтобы предлагать эту продукцию и на те рынки, где она уже пользуется спросом, и расширяя. Конечно же, это решение в области мирного атома. Медицина и биотехнологии являются очень мощным экспортным потенциалом. Это и вакцины, это вакцины для человека и для животных, и биотехнологии в области сельского хозяйства. Это креативная индустрия, где совершенно огромный пласт экспортных возможностей, которые мы только-только начинаем реализовывать. Говоря о подготовке кадров, работе предприятий, важно, чтобы все шло в ногу со временем. Одна из основ – средства производства, то есть станки. О них история из Пензенской области. Без них не будет ни двигателей, ни всего остального. Перед началом рассказа о производстве важно подчеркнуть, такое оборудование – одна из основ развития экономики. И в 90-е годы после развала страны важнейшая отрасль станкостроения почти канула в лету. Да, сейчас много зарубежного оборудования. Но вот, например, станок из Пензы. И эта компания производит от простых токарных до высокоточных обрабатывающих центров. И это далеко не все. Сейчас узнаем все подробности. Вот на них написано «Сделано в России». Насколько они российские, эти станки? Если мы говорим про универсальный станок, это более 90% на сегодняшний день. Еще раз подчеркну, это на сегодняшний день, потому что цель и задача, чтобы он у нас был произведен на 100% в России. Если мы говорим про ЧПУшный станок 16А25, это более 70%, стремящийся к 80% на сегодняшний момент. На этом сложном пути компания разрабатывает новые модели. На сегодняшний момент у нас планы по производству токарных с наклонной станины с приводным инструментом и также еще горизонтально-расточные со столом 630 на 630 и токарно-карусельные с патроном 1000. А еще нашли партнеров, создав станкостроительный кластер, в котором уже 16 предприятий. У нас специализация и машиностроения, и радиоэлектроника всегда была очень на высоком уровне. И, соответственно, станкостроение, станкостроительный кластер, который активно развивается, кстати, Станкомашстрой, одно из крупнейших на сегодняшний день станкостроительных наших предприятий. Освоено литье станин. Это, кстати, непростая, на самом деле, история, лить станины.
тем не менее, освоили льем. Поэтому наше предприятие активно развивается, импортозамещается. То же самое и в радиоэлектронике, и по другим направлениям. Вот, например, компания «Александра» в кластере и делает для станков и всевозможную защиту, и вытяжки, и конвейеры. Ну вот, в частности, вот это, что это такое? Это стружка-уборщик, предназначен для выгребания стружки из зоны резания. В общем, не надо потом с лопатой ковыряться Руками под станком. там эту стружку выгребать. Да, выгребать руками эту стружку. И даже сами сделали настольный сверлильный станок. Для обучения станки. Для обучения станки, да. Но также и покупают завода, потому что они промышленные станки, не любительские, не гаражные, а промышленные станки. И оборудование предназначено для эксплуатации 24/7 и 365. В итоге общими силами делают 500 станков в год. Но легко могут в 2 раза больше. Почему же тогда не производят? А дело в том, что конкуренты не дремлют. Тот же Китай печет станки со скоростью света. В том году 800 тысяч и активно продает в том числе и в России. Компании берут дешевле, экономят на фоне высоких ставок по кредитам. Но его жизнеспособность будет ограничена в сроках там, 5-10 лет, и качество этого станка через 3-4 года будет желать лучшего. Соответственно, наши станки жесткие, наши станки тяжелее, наши станки точнее. Да, проигрываем по стоимости. при этом свои рынки иностранцы защищают от импорта. У Китая есть заградительная пошлина от импортных станков в размере 27%. У Южной Кореи, у Тайваня, у Японии, у Германии, у всех стран есть пошлины на импортное оборудование. Но я думаю, что стоит все-таки подумать над тем, что утилизационный сбор либо пошлина придется тем или образом поднимать. Если нарастить выпуск станков в России, они тоже станут дешевле. По информации Минпромторга, отечественные производители покрывают только 30% рынка. Но федеральный проект развития станкоинструментальной промышленности ставит задачу к 2030-му ежегодно расти на 9,3%. В нацпроекте средства производства и автоматизации есть субсидии, льготные кредиты, гранты. В ближайшие годы государство собирается выделить на развитие станкостроения 300 миллиардов рублей. Чтобы делать больше станков, компания из Пензы участвует в строительстве промпарка в Жуковском. Есть договор с Московской областью. Мы планируем построить порядка 100 тысяч квадратных метров, 20 цехов, в среднем по 5 тысяч каждый. В каждом цеху будет производиться либо комплектующие к оборудованию, либо сборка будет проходить каждых видов станков. Планы уже практически на 60-70% уже есть на всей площади. У нас 4,5 года для того, чтобы реализовать этот проект полностью. Там большая поддержка, она не только в земле и инфраструктуре, это и коммуникации, это 15% от стоимости кадастра выкупа этой земли. Опыт строительства промпарков можно масштабировать, чтобы производить станки в том числе и на экспорт. Дружественная нам страна Куба, почему бы и нет, и не ее вывести вперед по промышленности. Другие страны, не буду их называть, они тоже в содружестве, мы могли бы быть полезны и там. С учетом, что наши предприятия стремятся выйти на зарубежные рынки с новой продукцией, Российский экспортный центр совершенствует меры поддержки. Речь не только о кредитах или компенсации затрат на логистику. Много мер поддержки. Это и выход на маркетплейсы, сертификация, защита от подделки. Конечно, для того, чтобы выполнить стратегическую цель, которую поставил президент, и увеличить на 2/3 наш несырьевой экспорт, нам необходимо еще и изменить и увеличить ассортимент той продукции, которую мы готовы предлагать нашим партнерам. И здесь мы видим большой потенциал, который нам обязательно нужно будет реализовать в виде нового экспорта, новых отраслей, в которых у нас есть экспортный потенциал, но мы еще его не реализовали. И поддержка, которой пользуются компании, и поддержка, и количество компаний, которые входят в эти меры поддержки, также растет. Сейчас вернемся к двигателям, которые делают в том числе и на российских станках. В России создают новый транспорт для обычных и железных дорог, и он требует новой продукции, такой, как в Екатеринбурге.
Эти модули питания – продукт новый, заменили импортный. Они нужны для систем управления, например, электробусов, электрогрузовиков, трамваев и на железной дороге. Ну а на самом деле компания из Екатеринбурга, которая их сделала, производит много новой инновационной продукции, о которой мы сейчас и расскажем подробнее. За 35 лет своей заводской жизни компания накопила бесценный опыт. Он и раньше пользовался спросом, ну а сейчас уж тем более. Мы смогли после ухода западных компаний обеспечить нашу промышленность необходимой высокотехнологичной продукцией, такой как тяговые преобразователи, вспомогательные преобразователи. Сразу к примерам. Сейчас строят высокоскоростную железную дорогу из Москвы в Санкт-Петербург. Поезд, который разгоняется до 400 км в час, домчит до северной столицы за 2 часа 15 минут. На Урале уже идет сборка локомотива, скоро испытания. И в создании участвуют более 150 предприятий по всей стране, в том числе и этот завод. За нашей спиной это тяговый преобразователь. Он обеспечивает непосредственно движение электропоезда. Его главное, сердце – это тяговый интеллектуальный модуль тягового преобразователя. Лишь единицы компаний мировых способны производить такую технику. И вот мы в их числе. Без этого не будет высоких скоростей, не будет и выносливости. Ведь тяговый преобразователь сделан и для другой новинки – магистрального тепловоза. С асинхронным электроприводом. Он позволяет повысить эффективность перевозок, снизить расход топлива, увеличить вес перевозимого груза. Вот оборудование для электровоза «Малахит». Благодаря преобразователю есть питание от сети. Удалось достичь компактных размеров. К примеру, зарубежные европейские аналоги не могли похвастаться такой отдельной мощностью, которую мы реализовали в данном проекте. Идут разработки аккумуляторов для поездов, для составов метро. А это система управления для «Финиста». Электропоезд – отличный пример замещения импорта. Да, здесь практически применяются все компоненты, которые возможно произвести в России. Кстати, для транспорта вертикального передвижения тоже есть решение. Благодаря преобразователям частоты лифт плавно разгоняется и замедляет ход, доставляя вас на нужный этаж. Это заменило европейские аналоги, и сейчас мы, активно конкурируем с китайскими продуктами. Удается? Удается. Даже по цене? Даже по цене, да. В целом, активно занимаясь созданием именно российской продукции, удалось помочь многим компаниям свести потуги санкций на нет. То есть снизу мы видим реактор отечественного производства, силовые модули тоже нашего производства, нашей разработки, управляющий контроллер, плюс вся конструкция, весь дизайн – это все отечественное российское производство. Оно применяется во всех отраслях промышленности, включая нефтегазовую сферу, металлургию, горнодобывающую технику. Кроме того, есть и экспорт. Да, конкретно этот продукт – это экспортный продукт. То есть мы производим его для метрополитена Ташкента. Только такая продукция на экспорт поставляется или есть еще другие? Нет, у нас есть линейка светодиодных светительных приборов, тоже для транспортного исполнения. Ее мы поставляем в страны ближнего зарубежья, Казахстан, Узбекистан. Кстати, есть интересная статистика по экспортерам, которые активно развивают кооперацию. Одно рабочее место непосредственно экспортера создает связь с 2,5 рабочими местами в сопутствующих отраслях. Таким образом, это дополнительные рабочие места, которые имеют свою работу, имеют прибыль благодаря тому, что эффективно работают экспортеры. И поэтому экспорт – это конкурентоспособность. Имея возможности реализовывать свою продукцию в жесткой конкуренции на внешних рынках, предприятие снижает свою себестоимость, потому что становится гораздо более конкурентоспособным. У компании из Екатеринбурга как раз много партнеров. 3 площадки готовы расширяться, если будет больше заказов. Но есть сдерживающие факторы. На заказы влияет в том числе и ключевая ставка? Безусловно, да, в этом году мы почувствовали это. То есть в связи с высокой ключевой ставкой
Значит, объем этого года у нас практически на 30% уменьшился относительно прошлого года. И это было связано в первую очередь с тем, что свои инвестпрограммы сократили конечные заказчики. Если мы хотим инфляцию в том числе и побеждать, и убирать импорт, который мы ввозим в страну, нужно снижать ставку, давать эти деньги на длинный срок для того, чтобы мы как можно быстрее заменяли импортные товары. Стабильность во всем, да, доступность ресурсов для экспорта, безусловно, курс. И все составляющие, безусловно, важны, как и тот вопрос главный, который мы с вами обсуждали, касательно кадров. Потому что без кадров, безусловно, развивать экономику, да, генерить что-то новое, создавать новые продукты, да, и без образования невозможно. По данным правительства России, инфляция сейчас нажала на тормоза и по итогам года составит 6-7%. Промышленность ждет дальнейших решений Центробанка по ставкам, ведь нужны длинные деньги на развитие. В том числе герою нашей следующей истории – производителю мощных дизелей. Внутри этого дизельного гиганта 1200 лошадиных сил. Двигатели такого типа и с такой мощностью производят только на предприятии в Пензе. Они станут сердцем маневровых тепловозов. Где именно трудятся и что сделано предприятие в планах, надо сейчас срочно узнать. Завод, которому, кстати, 75 лет, явно не простаивает. Мы довольно-таки мощные. Один день, один дизель. Спокойно. Да, Ни дня без дизеля. Ни дня без дизеля, да. Учитывая то, что мы внедряем систему бережливого производства активно в группе компании «Красмаш Холдинг», нам это не составляет вообще никаких проблем. Ритмичность линии на уровне 90-95%. Взять, например, дизель-генератор, который вы видели в начале. Все мы, наверное, видели на любой железнодорожной станции маленькие тепловозики, которые выполняют маневровые работы. Это как раз в них бьется сердце нашего... Рабочие лошадки. Да. Сердца тепловозов собирают на конвейере, и после испытаний они отправляются заказчику. Это Брянский машиностроительный завод, который выпускает маневровые тепловозы. Там тоже один тепловоз в день. Все налажено. Не то, что на уровне нашего предприятия, а на уровне «Красмаш Холдинг». Чтобы не переполнять склад, завод уже 12 лет оттачивает науку бережливого производства. Команде спасибо. По поводу «сможем ли мы больше». В прошлом году мы смогли больше. При мощности 250 в год, ну это ориентировочно 250 рабочих дней, мы спокойно сделали 270, 280, вообще план был 300. Мы это тоже можем выдержать. Кроме того, делают еще и запасные части. Обслуживать же дизель-генераторы на железных дорогах надо, и когда производство по полному циклу, с этим нет никаких проблем. Учитывая то, что дизель у нас полностью локализован, здесь из импортного, может быть, только форсунка, распылитель. Да и то, наверное, уже наши коллеги из Барнаула нам более современную форсунку уже проходит испытания. Поэтому дизель будет 100% локализован в России. Предприятие осваивает выпуск и новинки турбокомпрессоров. Вышло надежнее швейцарского. Но дешевле в несколько раз, потому что это локализовано у нас. Мы уже выпустили первую партию одной из моделей. На подходе локализация второй и дорабатывают конструктив еще одного турбокомпрессора. Еще пример. Такие генераторы раньше делали на Украине, а теперь освоили в Пензе. Уже несколько раз проходили сертификацию, подтвердил о том, что он замечательный, поэтому Made in Penza мы имеем замечательный генератор, мощность мегаватт, работает на железнодорожной технике. Чтобы продолжать в том же духе, завод модернизируется с поддержкой государства, в частности Фонда развития промышленности. А что же дальше? Мы смотрим и на малую энергетику, например, в отдаленных районах, где очень сложно с электроэнергией, те же самые нефтяники, весь Дальний Восток. Мы можем делать, например, генераторы. То же самое мегаватт, 1000 киловатт. Это довольно-таки много, маленький поселок будет держать. Тут, как говорится, дорогу осилит идущий.
А то, что в России спрос на свое только растет, причем во всех отраслях, то, что создаются новые меры поддержки, делает эту дорогу чуточку легче. Но беззаботной прогулка на пути к технологическому суверенитету точно не будет. Здесь важен вклад каждой компании, в частности, производителей станков и двигателей, которые сами являются двигателями прогресса.